Вот он. Мама. Нет. Он. Здесь. Нет. Еще. Давай. Он. А-а-а! Да подождите вы. Руки. Ну и ну. Один шанс против 11. Этот шанс пока не наш. Фу. Ничего. Наши шансы увеличились. Вдове этот стул обошелся больше, чем нам. Пошлые вещи. Согласитесь, я не могу покинуть любимую женщину, не оставив о ней никаких воспоминаний. Заседание
продолжается, фельдмаршал. С вашего решения мы направляемся в музей мебельного мастерства. В Москву. Московские вокзалы – ворота города. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец в костюме для города. С Курского попадает в Москву рослый волгарь в пеньковой бороде, с Октябрьского выскакивает полуответственный работник с портфелем. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Часы Октябрьского вокзала показывали 5 минут 11, на часах Ярославского вокзала было ровно 10, на часах Рязанского без 5 10. Очень удобно для свиданий. Москва меня совершенно не радует. Все время думаю о мебельном музее, все время переживаю. Как, что и вообще обойдется ли? Вам, предводитель, давно уже пора лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременные истерики. Однако, куда мы пойдем? К хорошим людям в Москве их масса и все мои знакомые. Что, у них можно остановиться? Да. Прошу вас, Конрад Карлович, в этом доме с ни у одного, то у другого место всегда найдется. Что это за дом? Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. Здесь живут студенты? О, нет. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом уже давно заселен людьми, имеющими отдаленное отношение к химии. Неужели имени монаха? Да. Ну, пошутил. Имени Семашко. Милости просим, гофмаршал. Свет и воздух. Это должно быть где-то здесь. О, Господи. Не пугайтесь, это не в коридоре, а за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Где-то там должен быть несгораемый шкаф. А? Что это? Кажется, несгораемый шкаф. Больно? Очень. Ничего, это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений, страшно вспомнить. Где-то здесь стоял скелет, собственно, студента Иванопола. Он купил его на Сухаревке, а в комнате держать боялся. Посетитель вначале ударялся об кассу, а потом на него падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. Кажется, это здесь. Ты дома, Коля? Только и слышишь целыми днями: Коля, Коля, ты дома, Коля. Глянь, к этому дураку в гости с позаранку пришли. Да дай ты ж человеку поспорь. А тут у нас как же? Это Кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло. Слышите? Нам рады. Да-да, войдите. Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна. Рядом с Колей сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы. Или еще хуже, это жены. И жены любимые. Остап вызвал Колю в коридор, а Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Прекрасное утро, сударыня. Садитесь, пожалуйста. И не обращайте внимания на соседей. Они нарочно заводят свой примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего не слышат из-за своего примуса. Ну что ж, Коля, если тебе решительно нельзя остановиться, пойдем к Пантелею. Верно. Верно, ребят, идите к Иванополу. Он свой парень. Приходите к нам в гости. Мы с мужем будем очень рады. Да, приходите. Угу. Он живет где-то здесь. Вот. Скорее всего, что возможно, буду примерно никак не раньше 9 часов. Иванопола. Не беда, я знаю, где ключ. Прошу. Да, но здесь нет даже и матраца. Не беда.
Отлично устроимся. Приличная кубатура для Москвы. Если ляжем на полу все втроем, останется еще много места. Нет, эта вещь неинтересная. Она к нам в дверь не влезет. Нет, не влезет. Не влезет. Вот и это. Этот экспонат тоже не поместится. А вот это подойдет. Вот так. В переднюю. Вот это вот в самый раз. Комодик бы я этот взяла. Какой комодик? Этот? Ай? Или тот? Обои бы взяла. Здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретила. А то одной так скучно смотреть. Ну, мы типичные провинциалы, но как попали сюда вы, москвичка? Простите? Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей. Кажется, в этом зале ничего интересного нет. Этого не может быть. Этого не может быть. Ну, конечно, не может быть. Знаете, здесь масса красивых вещей. Знаете что, пойдемте в следующий Нет, зал. нет, деточка, в остальных залах мы уже были, совершенно не на что смотреть. Упадочный стиль. Эпоха Керенского. Может, еще раз осмотреть все снова? Пойдем, Ах ты, а то я уже устала. Деточка, раз устали, садитесь здесь и отдыхайте. А нам с дедушкой нужно еще кое-что осмотреть. Ладно, стул не иголка найдется. Дайте сюда ордера. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и ждите, а я сейчас приду. Вот если бы эту всю штуковину к дому подтянуть, а? Елизавета? Петровна Калачева. А вас как зовут? Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым. Очень приятно. Он подарил Лизе улыбку и придал лицу печать вдохновенной задумчивости. Ему вдруг так страстно захотелось женской ласки. Ему так захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему захотелось увлекать и под шум оркестров пить редереры в отдельном кабинете, что он немедленно взял Лизину лапку в свои руки и горячо заговорил о Париже. Но о чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает о дамских оркестрах, которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра, а быть увлекательным так хотелось. Вы научный работник? Да, некоторым образом. А сколько вам лет, простите за нескромность? К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. 38. Так когда
Вы мне достаете счастье увидеться с вами снова. Куда этот товарищ Бендер запропастился? Скажите, когда и где мы с вами увидимся? Ну, я не знаю, когда хотите. Ну, сегодня можно? Сегодня? Ну, умоляю вас. Ну, хорошо, пусть сегодня. Заходите к нам. Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Помните стихи? Этот май баловник, этот мой чародей веет свежим своим опахалом. Какой вы странный. Ну, где хотите. Хотите у несгораемого шкафа, когда стемнеет. Простите, мадемуазель, но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое важное дельце. Нам нужно срочно отправиться в одно место. До свидания, Елизавета Петровна. Простите, но мы страшно спешим. Если бы не я, ни черта бы не вышло. Молитесь на меня. Слушайте, ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Что за издевательство? Молчание, вы не знаете, что происходит. Если мы сегодня не захватим вашу мебель, все кончено. Оказывается, стулья свалили на склады только вчера. Заметьте себе, вчера, через 7 лет, мебель была отправлена в аукцион для продажи. Если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. Что ж мы ждем? Надо скорее ехать. Молитесь на меня, гофмаршал, вино, женщины и карты вам обеспечены. Кстати, рассчитаемся за голубой жилет. Извозчик! Куда надо ехать? Пассаж, аукцион, главнауки. Они Самые. Товарищ, эти стулья из мебельного музея? Вот эти? Вот эти. Из музея. А они продаются? Какая цена? Цены нет, они продаются нас с аукциона. Завтра в 5 часов. А сегодня они не продаются? Завтра в 5 часов. Завтра. 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 Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в коридор общежития имени монаха Бертольда Шварца и занял позицию у несгораемой кассы. Здесь он услышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов. Дремлет испанская сьерра, дремлет кастильская стража. Чу, шевельнулась портьера, чу, отворилось окно. Выйди ко мне, Донна Белла, здесь тебя жду я давно. Небо Испании в лунном сиянии, нас не заметит никто. Черные кудри сеньоры, гуще полночного мрака, черные очи сеньоры, ярче весеннего дня. Выйди ко мне, Донна Белла, страсть моя жарче огня.
если не выйдешь ты, то не увидишь ты больше на свете меня. Это вы, Елизавета Петровна? Где мы будем гулять? Не знаю. Помню я Москву. Елизавета Петровна, не такой. Сейчас все не то. И все не так. А мы в свое время денег не жалели. В жизни живем мы только раз. Есть такая песенка. А мы с Колей поссорились. Надоело так жить. Бывшие химики, наши соседи, все время подслушивают. И вы знаете, очень надоела вегетарианская столовая. Да-да, конечно. Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Один за другим в нем просыпались демоны. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. Поедемте для начала в театр драматический. Лучше в кино. В кино дешевле. Такая ночь, и вдруг какие-то деньги. Какие деньги? Совершенно разошедшиеся демоны стали наперебой советовать. Доведи ее в ресторан! Прагу! Прагу ее! В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Теперь, взволнованный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские штиблеты с квадратными носами и штучные довоенные брюки. Прошу вас, пожалуйста. Да, любезнейший, одну минуточку. Да, родной мой, может, подойдите к нам, пожалуйста. Дорогой друг, можно вас на минуточку? Да, товарищ. Благодарю-с. Однако, котлеты телячьи, 2 рубля 25 копеек. Филе 2 рубля 25 копеек. Водка 5 рублей. На 5 рублей большой графин. Вот, пожалуйста, не угодно ли выбрать? Что вы будете есть? Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. Я совсем не хочу есть. А? Или вот что. Скажите, товарищ, у вас нет ничего вегетарианского? Подошедший официант с интересом посмотрел на Лизу, после чего стал топтаться, как конь. Вегетарианского не держим. Разве что омлет. Ага. Так вот, дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна? Буду. Так вот, Гордо сказал Ипполит Матвеевич. сосисок по рубль 25 копеек. И бутылку водки. Водка будет в графинчике. Тогда большой графин. Водку будем чем закусывать? Икры свежей, растягайчики. В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель ЗАГСа. Не надо.
почем у вас огурцы соленые? То хорошо, черт с ним. Дайте два. Я здесь никогда не была. Здесь очень мило. Да. Протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказа. Ничего, ничего, подумал Ипполит Матвеевич, выпью водки, разойдусь. Дорогие друзья, ну и вот мы опять с вами вместе. Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще, Варвара Ивановна Годлевская. Попросим. Какая жалость, ах, какой сюрприз. Нельзя себе позволить, нельзя себе позволить, нельзя себе позволить ни шалость, ни каприз. А вот они условия, а вот она среда. А впрочем, для здоровья полезны холода, а впрочем, для здоровья полезны холода. Робкие стремления, скромный аппетит, а сердце тем не менее, а сердце тем не менее, а сердце тем не менее возьмем пошалить. А вот они условия, вот она среда. А впрочем, для здоровья полезны холода, а впрочем, для здоровья полезны холода. Сердце подурачится, споет навзрыд, и хочется я пойду. и хочется и Нет, лучше я пойду, а вы оставайтесь. Я вас никуда не сидите. Закуску сейчас допьем. А вот они условия, а вот она среда. А впрочем, для здоровья полезны холода, а впрочем, для здоровья полезны холода. Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел, часто вскакивал и, извинившись, убегал в уборную. Я пойду, а вы, пожалуйста, оставайтесь. Я сама дойду, правда? Никуда вы без меня не пойдете. Я сейчас же расплачусь. Мы идем вместе. Сеньор, счет. А? 10 рублей 20 копеек. Может, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? А? Елизавета Петровна, поедем в номера. В номера. Слушайте, В номера. оставьте меня! Поедем в номера. На выход. Пожалуйте, на выход. Пройдемте, пройдемте. Поедемте в номера. Раздосадованный Ипполит Матвеевич долго плакал и еще плача купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной.
После этого он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. Затем Ипполит Матвеевич подружился с ночным сторожем и раскрыл ему душу. 12 стульев называется. В общем, бриллианты ищем. Бриллианты. Папаша, в стульях. Но как? Спарываем каждый стул. Каждый стул. Да, но предупреждаю, у нас длинные руки. Веселый вы, барин, Да, веселый. веселый, но не барин. Отец русской демократии. О, понимаю. Гигант мысли. Лед тронулся, господа, несчастные. Попрошу делать взносы. Поедемте в номера. Сейчас поедем. Поедемте. На следующий день страшно болел позвоночник и ныла печень. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только 12. Ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. Остап долго и с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе. На аукцион. Прошу немедленно прекратить. Спокойно. Продолжаем торг. Тихо, граждане, тихо. Охотник, стреляющий в диких уток. Тихо. Охотник, стреляющий в диких уток. 7 с полтиной. 8 рублей даю. 8,50! 9! 9,50! 11 рублей раз, 11 рублей два, 11 рублей три. Продан охотник, стреляющий в диких уток. Фигура, изображающая правосудие. Бронзовая. В полном порядке. 5 рублей. Кто больше? Купите, предводителей. Вы это любите. 6 рублей. 8 с полтиной! 8 с полтиной раз. 8 с полтиной два. 8 с полтиной три. Правосудие продано. Большой бы здесь начался переполох, если бы они узнали, какой огурчик будет продаваться под видом этих стульев. Продолжаем торг. 10 стульев из дворца. Почему из дворца? Сидите вы, не рыпайтесь. 10 стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра II. Десять стульев из дворца. 80 рублей. Кто больше? Да сидите вы, идиот проклятый, навязался на мою голову. Сидите, я вам говорю. Эпохи Александра II. 90! 90 рублей. Дама в третьем ряду слева. Раз. 90 рублей. 100 рублей. Дама в третьем ряду справа. Раз. 100 рублей. Два. Ну. 110. 110 рублей. Гражданин из четвертого ряда. Раз. 110 рублей. 120 рублей. Гражданин в четвертом ряду. Раз. 120 рублей. Чего ж вы не торгуетесь? Ну? Пошел вон. 130 рублей. Два. 145! 145. В пятом ряду слева. Раз. 145. Два. 145. Три. 200.
200 рублей. Раз. 200 рублей. Два. Нет больше желающих торговаться. Из 10 предметов 200 рублей. 3. Продано. Мама! Ну, председатель, эффектно. Интересно знать, что вы делали без технического руководителя. Вы купили стулья? Мы, когда их можно взять? Пожалуйста, хоть сейчас. А почему здесь 230, а не 200? 15% комиссионного сбора. Ну, что ж делать? Берите, 200. Но, дорожайший, гоните 30 рублей, да поскорее. Не видите? Дамочка ждет. Что вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья, да? У меня нет денег. У кого нет денег? У меня. А 200 рублей? Я потерял. Я. Так вы будете платить? Одну минуточку. Небольшая заминка. Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами, но тут очнувшийся Ипполит Матвеевич ворвался в разговор и все испортил. Позвольте, почему комиссионный сбор? Надо предупреждать. Мы ничего не знаем о таком сборе. Я отказываюсь платить эти 30% рублей. Хорошо, я сейчас все устрою. По правилам аукционного торга, лицо, отказывающееся уплатить закупленный им товар, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется. Я попрошу вас покинуть зал. Эффект был велик. Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно. Попрошу вас выйти. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, он шел как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Путь в аукционный зал был прегражден. Остап дружественно молчал. В возмутительной порядке, форменное безобразие. В милицию на их нужно жаловаться. В милицию. Действительно, за какие черт знает, что такое? Сдерут с трудящихся втридорога! Дивный бог, из каких-то подержанных 10 стульев 230 рублей. С ума можно сойти. Правда? С ума можно сойти. Вот тебе милиция. Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран. Вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро. За все время экзекуции Ипполит Матвеевич не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. Ну, а теперь пошел вон. Товарищ Бендер. Товарищ Бендер. Иди, к Иванополу не приходи, выгоню. Товарищ Бендер. Все пропало. Что пропало? Стулья продаются поодиночке, вот что. Но вы, дамский любимец, стойте здесь и смотрите, кто и что. И чтобы ни один стул не ушел, поняли? Я попробую связаться с беспризорной агентурой.
Послушайте, а как вас звали в детстве? Зачем вам? Да вот не знаю, как вас называть. Михельсоном надоело, Конрад Карловичем слишком сложно, Ипполит Матвеевичем слишком мрачно. Как же вас звали? Ипа. Киса. Как? Киса. Киса? Кон гениально. Так выше голову, киса. Ничего еще не потеряно. Адреса есть. А чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Простое знакомство – раз. Любовная интрига – 2. Знакомство со взломом – 3. Обман – 4. Деньги – 5. Последнее самое верное. Денег мало, хотя деньги меня сейчас волнуют меньше всего. Больше всего меня волнует последний стул, исчезнувший за дверьми Октябрьского вокзала. Что ж, на такие шансы ловить можно. Играю 9 против 1. Заседание продолжается. Ну, блеск. Ну, красота. Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого и могучего русского языка. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость и презрение. Жуть. Означает жуткий, например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. Парни. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Блеск. Опять-таки удивление, восторг, ненависть, радость в зависимости от обстоятельств. Жуть. Блеск. Не учите меня жить. Красота. Другие, оставшиеся в крайне незначительном количестве слова, служили передаточным звеном между Элочкой и продавцами универсальных магазинов. 200 рублей, которые ежемесячно получал ее муж, инженер Эрнест Павлович Щукин, никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Элочка вела уже 4 года. Борьба вела с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, но все было бесплодно. Элочка 4 года назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем туалете. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Вторым ударом был шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии. Новые мощные усилия в корне подрезали хозяйство, ибо приходилось бороться во всех областях жизни. Не спрося с мужа, Элочка взяла деньги из обеденных сумм и купила на аукционе 2 мягких стула. Элочка, откуда эти стульчики? На. Нет, в самом деле. Блеск. Ты их купила? На какие средства? Жуть. Это возмутительно. Ты живешь непосредством. Мрак. Слушай, давай поговорим серьезно. На. Я получаю 200 рублей. Жуть. Да, но я взяток не беру. Я денег не краду и подделывать их не умею. Мрак. Слушай,
Давай, так дальше жить нельзя. Жуть. Знаешь, я не могу так жить, и я не умею так жить. Мрак. Ты знаешь, мы не сходимся характерами. Скажи, что нам делать? Разойтись? Блеск. Ах так? На. Кажется, будут носить длинные и широкие. Элочка с уважением посмотрела на Фиму Собок. Фимочка Собок слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. Ровно в 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок, дом 8. Он появился в дверях, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамами он предпочитал вдохновение. Через секунду он понял, как себя вести в данном обществе. Какой у вас прекрасный мех. На. Нет, я серьезно. Мексиканский тушкан. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Видите, как мех играет на солнце? Янтарь. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Жуть. Вчера на аукционе, покупая стулья, вы произвели на меня чрезвычайное впечатление. На. Новое дело, подумал Остап, стулья расползаются, как тараканы. Солнышко, продайте мне этот стульчик. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка. Я вам 7 рублей дам. Жуть. Блеск. Мрак. Так. Решил он, с ней нужно действовать иначе. Тайм-аут, иными словами, несколько секунд на размышление. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинный обычай разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены, привез, отдал большие деньги, но не жалею. Забавная вещица. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление,
какое производит старая банка из-под консервов на людоеда племени Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Элочка же тихо застонала. Значит, обмен. Ну, Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся. Даже если в стуле ничего нет, считайте, что мы выиграли. 10 тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет наш шанс. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Зачем же из-за этого его ломать? Пусть Иванопола помебелируется. Киса! Киса! Вам надо трудиться. Ой. Совсем обленились. Какого черта я с вами связался? Поезжайте к себе в ЗАГС, там вас покойнички ждут, новорожденные. Шучу, шучу, шучу. Без вас не так смешно жить. Будем ковать стулья, пока не горячи. Итак, получите адресок. Садово-Спасская, 8, квартира 20, Изнуренков. Повторяю последний раз. Действовать смело, побольше цинизма. Людям это нравится, но без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. Повторите. Кодекс должны чтить мы. Хорошо. И без стула не возвращаться. Я иду по другим адресам. Марш вперед! Труба зовет! Что еще? Кон гениально. Нет. Жизнь — это сложная штука. Нет. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Получается. Умница. Простите, могу я видеть товарища Изнуренкова? А? Вы сошли с ума. Не имеете права. В конце концов, есть же закон. Мебель может стоять в квартире 2 недели. Нет, я буду жаловаться прокурору. В конце концов, я уплачу. Поймите, я не могу с этим согласиться. И потом виноват не я, а сам Мускет. Да, я не платил за прокат пианино. Но ведь я его не продал, хотя имел полную возможность. Я поступил честно. А они подали в суд и описали мебель. Как это называется? Простите, служба такая. Ну, хорошо, значит, договорились. Мебель отбирать у меня сегодня не будете. Бюрократы! Ну, дайте лапку. Вот вам полтинничек. И не возражайте. Каждый труд, солнышко, должен быть у нас оплачен. Служба Абсолютно такая. правильно. Простите. До свидания, мой дорогой. Служба. Да-да-да. Служба такая. Будьте здоровы. О, да, всего вам доброго. До свидания. Я вам говорю, служба такая. Да-да-да, я понял, хорошо, хорошо. За это морду бить надо! Вместо того, чтобы плакать, пошли бы лучше в баню. В таком виде вы похожи на пикадора. Ключ Что ключ? от квартиры. Где деньги лежат? Нет. Ключа нет, а дверь захлопнулась. Я начал мыться, пропала горячая вода. Я хотел позвать дворника. И вот. Не беда. Квартиру мы откроем.
Прошу. Вода пошла. Вода пошла. Чего вы радуетесь? Кто живет внизу? Очаровательные люди. Вчера сделали ремонт. Ну ничего, чище будет. Ну, вы меня просто спасли. Вы инженер Щукин? Да. А я ведь к вам по делу. Чрезвычайно рад буду вам служить. Ай, сущие пустяки. Ваша жена просила меня зайти к вам и взять стул, он ей нужен для пары. Завтра она пришлет к вам кресло. Ну что вы, что? Ну зачем же вам себя утруждать? Ну я ж сам ей принесу Да, завтра. Ну я сам ей принесу. Ну, сущие пустяки. Не, ну что вы, что? Ну давайте я вам хотя бы помогу. Ну я донесу до ворот, мне не трудно. Если это не трудно, и только до ворот. Я прошу вас. Спасибо вам. Всегда пожалуйста. Спасибо вам. Я вам так благодарен. Не стоит благодарности. А мои инструкции? Мои инструкции. Сколько раз я вам говорил, что красть грешно. Еще тогда в Старгороде, когда вы пытались обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву. Уже тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Для гиганта мыслей и отца русской демократии масштаб мизерный, киса. Что? Я приношу уже третий стул, а вы? Мебель, которая была у вас в руках, выскользнула. Выскользнула. Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40% представляется мне абсурдным. Воленс, не воленс, я должен предложить новые условия. Друг мой, вы больны. Да, болен. Организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшается ваш пай. Честно. Хотите 20%? Почему же вы не хотите? Вам мало? Ну, это же 30 тысяч рублей. Сколько же вы хотите? Согласен на 40. Это грабеж среди бела дня. Помните тот исторический торг в Дворницкой? Вам мало 30 тысяч? Может, вам еще ключ от квартиры? Это вам нужен ключ от квартиры. Хорошо. Я покажу вам, как надо работать. Я сам заберу этот стол. Изнуренков здесь живет? А Весалом Владимирович очень занят. Занят. Об Аввессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Аввессалом Владимирович Изнуренков вел хлопотливую жизнь. Вы прошли над моими гремящими шумами, словно пчелы из меня. Чего же неверно? Столько лет вы думали, любить или нет меня? Вы королева Марго. Ну, ешьте шоколад, умоляю вас, ешьте. Боже, какие ручки, а! Какой нос, боже, какой нос! Я умоляю... Это вы, Изнуренков? Чего же обижаете казенного курьера? Это не дело. Какого курьера? Сами знаете, какого. Попрошу очистить стол. Быстренько! Извините, но я не обижал вашего курьера. Как же не обижали? Он пришел обиженный. Нет, это недоразумение. Уверяю вас. Смотрите, товарищ Изнуренков, предупреждаю вас в последний раз. Я больше предупреждать не буду. Все. Хорошо, хорошо, это больше не повторится. И чтоб я больше этого не слышал. Поняли меня? Понял. Не услышите. Я сделаю необходимые выводы. Вы мне верите? Дверь откройте. В последний раз
Поверю. Спасибо, товарищ! Шансы все увеличиваются, от денег ни копейки. Скажите, а ваша покойная теща не любила шутить? А что такое? Может быть, никаких бриллиантов и нет? Ну, тогда все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопола увеличится еще только на 1 стул. Войдите. Остап! Остап, о тебе пишут в газетах. Что ты мелешь? В каких газетах? Газета «Станок». Отдел «Что случилось за день». Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика 8974 гражданин О'Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. Это лошадь отделалась легким испугом, а не я, идиоты. Пишут и сами не знают, что пишут. Все-таки приятно, что о тебе пишут в газетах. Приятного мало, но повод для визита в редакцию найден. За ними числится 2 гампсовских стула из дворца. Визит гражданки Грицацуевой к Елене Станиславне Боур не внес успокоения в метущуюся душу вдовы. Елена Станиславна метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казенном доме, то в присутствии недоброжелателя, то в присутствии пикового короля. Но само гадание кончилось неожиданно и трагически. Попугай Елены Станиславны вдруг заговорил человеческим голосом. Как вам полку служили? Сказала птица. Европа нам поможет. За границей с нами. Прошу делать взносы. 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 Дожились. А трамвай собираются пускать. Сволочи. А дворникам. Вот вы писали, умоляю, ушел из дома гражданин О'Бендер. Так вот это и так далее, значит. Это пишут старгородские газеты. А теперь посмотрим, что пишут о вашем сыночке в столичных газетах. Что пишут про сыночка в столичных газетах? А вот пишут, попал под лошадь. Да не убивайтесь вы, не убивайтесь. Жив он, живой, живой, живой. Да разве бы я спокойненько деньги брал? Что вы, Господи. Живой он, живой. Вот и в газетках пишут. Попал под лошадь, но отделался легким испугом. Вот. Вот этот документик я вам предоставляю. Нет, вперед денежки. Такое у меня правило. Покорнейше вас благодарю. Какие все-таки у вас организмы-то слабые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Муж, милый муж в желтых ботинках, лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой груди. Спасу. Найду. Господи, ты слышишь меня?
Тем временем в гулкие коридоры редакции газеты «Станок» ступила нога великого комбинатора. Да-да. Ага. Нет, не Люся. Это вас. Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета. Статья под названием «Попал под лошадь». В чем же вы, товарищ, видите клевету? Как же? Вот тут написано: пострадавший отделался легким испугом, стануя пугаться лошади. Попрошу немедленно опровержения. По таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем. Угу. Я этого так не оставлю. Пожалуйста, дело ваше. Нет, я не знаю. Я же вам объяснял. Я не могу. Я занят. Я работаю. Вы должны знать, где он. Это было напечатано в вашей газете. Попал под лошадь. Я прошу. Нет! Я умоляю. О, идея. Сейчас я ему устрою за все его подлые розыгрыши. Идите к товарищу Персидскому. Идите к товарищу Персидскому. У него я уже была. А вы сходите еще раз. Он, подлец, все знает. Но я у него была 3 раза. А тем более теперь ему не отпереться. Не узнала. Умоляю, умоляю, адрес. Чей? О Бендера. Ну, я же вам уже много раз объяснял, что я не знаю никакого О Бендера. А ваш товарищ много раз говорил, что вы знаете. Не знаю. Знаете. Ну, Знаете. не знаю. Ну, не знаю, не Вы знаю. должны знать адрес, в конце-то концов. Ну, может, там хоть вспомните, в желтых ботинках. В Москве еще 200 тысяч в желтых ботинках. Не приставайте ко мне, оставьте меня в покое. Да-да, войдите. Не приставайте, не приставайте, не приставайте ко мне. Вдова ринулась по коридору и вдруг увидела брюнета в голубом жилете и желтых ботинках. Товарищ Бендер. Дальнейшие события показали, что в планы технического руководителя концессии не входила встреча с любимой. Куда же вы? Куда? Вот так. В этой позе она встретила рассвет. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре.
Вдова живо поднялась и припала к стеклу. Ветренный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери. Товарищ Бендер! Вы еще здесь? Я здесь! Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка? Мой суслик, ну открой же скорее дверь, ну скорее! Тише. Девушка, к чему такие необузданные желания? Женщину украшает скромность. Кто тебе жить мешает? Да, сам уехал, а сам спрашивает. Я ждала, торговлю закрыла, за вами поехала, изменщик, чтоб тебе лопнуть. Брошь украл, мужнин подарок, спичка спер, стул унес. Зачем стул украл? Зачем украл стул? И это вы называете кражей. В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Согласен на развод. Прощай. Любимая. И разошлись, как в море корабли. Караул! Караул! Товарищ Бендер! Уходя в дальнейшее пространство, Не уходите, товарищ Бендер. я блесну непрошенной слезой. Я сама сейчас заплачу. Страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Ну что же мне теперь делать? Может быть, вы скажете кому-то, Чего я скажу и кому мне говорить? где-то на закате ваших лет Ах ты мерзавец! все-таки была одна минута той любви, какой уж больше, извините, нет. Хам, ворюга, изменщик, подлец! В этом нет.